Изучение неизвестного, труднопостижимого и в некотором роде запретного неотвратимо привлекает своих охотников. Но разве путешествие в открытом мире выливается в по-настоящему опасную цель? Да и можно ли назвать тур по материкам Азерота и других планет чем-то запрещенным? Я думаю, что для триалов, коими мы все зовемся, весь World of Warcraft становится таковым. В этом видео я хочу представить вам распространенные способы передвижения, будь вы чистым триалом или ветераном. Но сегодня я не один. Мне помогает освоить эту тему триал, что не первый год занимается исследованием локаций нашей игры. От его внимания не ускользнет ни один камешек, ни один листочек, ни одна пещерка, особенно если в ней можно спрятаться от тех, кто вмиг сократит полоску нашего здоровья до нуля. Арнарос, привет! Здоров! Существует множество способов добраться до материков разных дополнений, но проблема в том, что нам недоступно большинство распространенных способов, коими пользуются большие и всесильные игроки максимального уровня. Например, камнем возвращения в Новый Долоран можно воспользоваться лишь с 90 уровня, выполнив начальный квест Легион, да и камень возвращения в гарнизон никак не получить. Были времена, когда триалу имело смысл оставить свой камень возвращения в Новом Долоране, чтобы воспользоваться целой россыпью порталов, что просто пронизывали город магов. Но нет, с введением в игру в патче 8.1.5 комнаты порталов, практически все одиночные порталы, встречавшиеся ранее в открытом мире, перестали существовать. Прискорбно то, что большинством красивых порталов пользоваться триалы не могут. Лунасвет, Экзодар и Пещеры Времени – вот то единственное, что доступно игрокам 20 уровня. Даже не смотрите в сторону святилищ Земли, ни один из этих порталов, конечно же, также не активен для нас. Эх да. Но перед тем, как мы начнем, небольшая рекомендация. Глупо оставлять камень возвращения в столицах. В Штормград и Аргримар можно попасть без труда из любой активной местности. Хардстоун лучше оставить в труднодоступном, но максимально полезном месте. Хотите, поделюсь своим опытом путешественника? Играя роль самодостаточного триала, я разместил своих персонажей в локациях разных дополнений. А именно, их камешки возвращения оставлены на моей охотнице в Ашране, для доступа в Дренор. У лягушки-путешественницы Исиоссы это святилище двух лун, что в Пандарии. У Пойндекстера в Друзбаре, для доступа в Култирос и Зандалар. Внимание! Судьба всего триал-сообщества заключается в постоянном ожидании. В ожидании того, как найденные нами упущения и возможности обхитрить игру уничтожаются разработчиками по понятным причинам. А значит, вся информация в этом видео может стать вмиг неактуальной. Мы надеемся, что такого не произойдет, но вы просто имейте это в виду. Начну с самого проверенного и надежного способа перемещения, что существует в игре. Это друзья. Да, ваш список друзей в Battle.net может помочь добраться куда бы то ни было. Может, у вас есть друг-маг максимального уровня с порталом, а может есть еще и чернокнижник, что поставит свой портал призыва? Нет? Тогда слушайте. Новый Долоран. Каждый игрок триального брикета может попасть в него, используя несложную, но времязатратную последовательность. Первое. Необходимо добраться до часовни Последней Надежды, что находится в Восточных Королевствах, а конкретно в Восточных Чумных Землях. Достигнув часовню, не забудьте открыть полетную остановку. Далее провоцируем ближайшего болезнетворного живодера. Стражники здесь весьма учтивы, поэтому не станут нам мешать, пытаясь защитить от окружающей нас плети. Спасибо им. Доводим мерзость до этого места и принимаем достойную или не очень смерть от руки зараженного существа. И бежим, будучи призраком, вновь до часовни. Но вопреки привычному воскрешению, бежим не к своему телу, а заходим в саму церковь. Плита в центре – наш вход. Запоминайте маршрут, что ведет к порталу в Долоран. Благодаря тому, что мы выбрали место своей смерти в точке, что позволяет нам воскреснуть во плоти паладинов, мы имеем шанс переместиться в парящий город магии. Перед воскрешением знайте, важно сделать все быстро. Как только нажмете кнопку «Воскреснуть», вас оглушат и выдворят из-за плота. Да, уже здесь стражники перестают быть вежливыми, ведь даже не дадут нам объясниться. 2 движения – воскреснуть и использовать портал. Да поможет вам ловкость рук. В Долоране есть смысл останавливаться ради аукциона, что могут увидеть лишь инженеры, ради разных учителей профессий, порталов в столицу. Плюс доступа к локациям дополнения Легион, а также некоторым приятным особенностям типа оплота разбойников. На данный момент известно, что триалы-разбойники, паладины, друиды и охотники могут попасть в свои классовые оплоты. Насчет чернокнижников не уверен. На экране пример скрытых убийц. Не хочу красть возможность открыть пути в свои классовые оплоты у вас.
Отлично, если уж мы начали говорить о секретных и мало кому известных способах перемещаться по миру игры, вспомним самое таинственное место, скрывающееся в подводной пещере Пандарии. Находится наша пещера на вневременном острове, глубоко под водой, близ элитных лягушек, коих наши древние предки раньше изничтожали тысячами, ради немыслимых денег. Попав в пещеру, вы найдете там кучки с вневременными монетами, которые, впрочем, вас ни капли не могут заинтересовать, особенно учитывая то, что перед вами также предстают несколько стульев, развернутых в сторону синего неугасающего костра. Если сесть на один из стульев, вы сможете кликнуть на костер и оказаться на Дреноре, на одинокой безжизненной скале у побережья Гаргронда. Что бы все это значило, неизвестно. Но есть смысл добавить, что многие из тех, кто знали об этом месте, ушли из игры уже давно, или же просто забыли о нем из-за ненадобности. Память о секретной и таинственной области под водами вневременного острова теперь хранят лишь триалы-путешественники, а также неусыпные комментаторы на ютубе. А теперь настало время вспомнить настолько привычные, что незаметные средства перемещения по Азероту: корабли, дирижабли и другие механические способы. Гордись, Альянс, нам достался замечательный подземный поезд, что служит мостиком для быстрейшего реального перемещения между Стальгорном и Штармградом. У нас есть прекрасные корабли. Из Болотины в гавани Менетилов отходит торговый корабль в Терамор, а тот, что рядом с ним, военник, отправляется в Ревущий фьорд, что на северном материке. А в порту Штармграда неумолимый плывет прямиком в Бараулс, что в Култиросе, а корабль, что зовется Кракеном, доставит нас в Борейскую тундру Нордскола. Но из 4 кораблей в нашем основном порту, к сожалению, на ходу только 2. Да еще забавно каждый раз наблюдать, как ночные эльфы здесь говорят, что вынуждены вернуться в Дарнас из-за разрушения смертокрылом парка в Штармграде, который уже давно приведен в порядок и назван Покоем Льва. Кто-нибудь сообщите эльфам, что переместиться в Дарнас возможно лишь порталом, что находится на той же пристани, который подплывает корабль пухленьких култиросцев. Давайте перейдем к Орде. Отрекшимся, к сожалению, не достался механический транспорт, подобный транспорту Альянса. Зато в противовес мгновенному порталу нежити тауренам предоставили аж целый дирижабль, что в реальном времени с ветерком доставит героя в Мулгор. Оставшиеся дирижабли подбросят до лагеря Громгол в Тернистую долину, а также в крепость Песни войны в Нордсколе. Но для Орды это не последние рычаги перемещения. Обратимся на другой материк и увидим, что в Подгороде также имеется портал в Лунасвет. Выйдя из бывшей столицы Лордерона, не доходя до Брила, стоят 2 транспортные башни. Но сегодня здесь есть лишь один дирижабль. Он ведет в ту же Тернистую долину, а вот помимо него припарковались 2 портала: в Аргримар и в лагерь Возмездия, что в Ревущем фьорде в Нордсколе. Обратим мимолетное внимание на нейтральные механические пути. Так, капитан корабля Девичий Каприз будет вашим гидом в маршруте Кабистан, Пиратская бухта. Дальше, вновь экзотика. Путь в Старый Даларан на самом деле проще, чем все думали. При помощи кораблей и дирижаблей отправляемся в Нордскол и подходим к распорядителю полетов. И вот, Старый Даларан, как ни странно, уже будет открыт, даже если вы никогда не были до этого на Северном материке. Настоящие путешественники могли ранее задаться вопросом, как, например, попасть на ресталище Серебряного турнира? Ответ прост как никогда. Нейтральный искатель славы Жан-Пьер Пулен, что в Даларане, предоставит вам бесплатную и быстрейшую возможность отправиться в Ледяную Корону. Порталы и дирижабли — это все, конечно, хорошо, но есть возможность надеть на себя некоторые способы мгновенной телепортации. Гербовая накидка батальона Адского Крика у Орды и гербовая накидка защитников Толбрада у Альянса — это лучший пример. Но сразу хочу предупредить, способ их получения вам не особо может понравиться. Толбрад — это PvP поле боя в открытом мире. В руках триалов +1 к разнообразию, что нам остается, пока мы ждем очередь на БГ. Как-нибудь мы устроим там бои, о чем я сообщу заранее. Мы уже говорили, чтобы вы не смотрели в сторону святилищ Земли? Кажется, да. Ведь гербовая накидка, что добывается здесь, это единственная возможность для триалов телепортироваться на Толбарат самостоятельно. Перезарядка телепортации составляет 4 часа, но чтобы достичь Толбарат в первый раз, без помощи высокоуровневых персонажей, что в состоянии самолично добраться и воспользоваться камнем призыва в крепости Бородин, не обойтись. После того, как вас переместят на этот полуостров, ваша задача решить, будете ли фармить и добывать накидку, не покидая это место, либо же стоящий неподалеку портал в столицу будет старательно искушать бросить это занятие. Ведь цена накидки для триалов – десятки часов ожиданий, минуты побегов от высокоуровневых противников, драгоценные секунды радости от победы, ну и 40 рекомендательных значков Толбарада. За победу даются 3 значка и 250 репутации. Битвы происходят раз в час и длятся 15 минут. Победившая фракция завладевает крепостью Бородин, а это уже в свою очередь
говорит о том, кто в следующей битве будет нападать, а кто защищаться. Желаю удачи. Предлагаю расслабиться. Рыбалка. Это отличное занятие. Правда, слово рыбомания уже начинает бить по ушам заядлым триалам рыбакам. Все верно, нельзя не упомянуть сапоги пиратской бухты, как способ телепортации. Думаю, нет смысла говорить, куда перемещают эти сапожки. Однако, стоит сказать, что их можно получить за победу в рыбомании Тернистой долины. Восстанавливаться они будут 1 день. Что дальше? Давайте обратим свое внимание на профессии. Например, на начертание. Почему бы и нет? Все триалы в состоянии выучить эту профессию. Но кто в здравом уме будет тратить слот для основной профессии на это? Вы уже знаете ответ. На свиток, что требует лишь 35 навыка начертания, это просто подарок для путешественника. Ведь свиток возврата работает как второй камень возвращения, а именно, их время восстановления не пересекается, да и к тому же, у свитка время восстановления на 10 минут меньше, чем у обычного Хардстоуна, без гильдейских бонусов. Обширнее об этой профессии в отдельном видео. Инженерное дело. Без преувеличения первая, главная профессия для триала. Но со стороны путешественника нам интересны. Пространственный проходчик Круговзор. Эта игрушка доступна для изготовления уже на 260 уровне навыка, но требует гоблинское инженерное дело. Она почти всегда переносит в Круговзор, что в зимних ключах. Ее время восстановления, как и до следующей нашей игрушки, составляет 4 часа. Вторая игрушка, работающая таким же образом, сверхбезопасный транспортер в Прибамбаск. Странно, но чтобы телепортироваться в город Кагельмогеля, нужно гномское инженерное дело. Что еще? Ах да, пульт управления Худовара. Предмет, что перемещает вашу группу в угрюмого обжору, что в глубинах Черной горы. Этот предмет является добычей Скорена Худовара, босса, что доступен во время празднования хмельного фестиваля. Время восстановления 1 час. Напоследок я приберег ответ на вопрос из предыдущего видео. Почему же ночнорожденные это лучшие путешественники на 20 уровне? Дело в том, что благодаря их порталу, что находится рядом с посольством союзников Орды и ведет в Цитадель Ночи, ночнорожденные всегда имеют шанс перебраться из Цитадели в Шаларан. Все бы ничего, да только перемещаются они туда, в недоступную другим триалам фазу, завершенную фазу, когда то самое древо уже взросло. В комнате рядом доступны порталы в разные части Сурамара. Если вспомнить про те усилия, что прилагает обычный триал, чтобы проникнуть в оплот паладинов, ночнорожденные могут напрямую переместиться из Аргримара в Шаларан. Из него в руины Элунета, а там достигают распорядителя полетов, что доставит их в Деларан или другую любую точку расколотых островов. Но важное замечание, чтобы открыть точку полета в Деларан, даже будучи ночнорожденным, вам понадобится либо помощь друга, что довезет вас на двуместном средстве передвижения в Деларан, либо же вам все-таки придется разово посетить часовню последней надежды. Не отходим далеко от Сурамара и Помраченных. За прокачку уважения с этой фракцией на одном из своих персонажей максимального уровня за смешную цену вы сможете купить игрушку «Передвижной телемантический маяк», что сможет перенести вас в Шаларан почти из любой точки Сурамара. Но используйте этот маяк с умом, ведь время восстановления целых 20 часов. От каждого неприятеля в древнее подземелье улизнуть не получится. Странствие и изучение мира – одно из прекраснейших занятий в World of Warcraft, независимо от уровня вашего персонажа. Совершите ваши путешествия, а также исследования доступного контента и грядущего. Поздравляю всех с анонсом нового дополнения для World of Warcraft Shadowlands. Вскоре мы сможем изучить все новые, тайные и незаметные тропы в нашей игре. Главное всегда познается в деталях.